Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я украшаю вот такой овальный торт в стиле ламбет. Данный вид украшения сейчас находится просто на пике популярности. Многие меня просили в комментариях показать такой торт. Показываю такой торт, который подойдет в принципе и мужчине, и женщине. Просто цвета здесь можно разные. Я буду делать его в таком бронзовом цвете, этот торт. Мне нужно было для того праздника. Торт этот большой, 40 на 25 сантиметров. Украшать я этот торт буду белково-заварным кремом, итальянской меренгой. Есть подробнейшие видео по изготовлению самого крема на моем канале. Ссылки я вам, конечно же, оставлю в описании к данному видео. Расскажу здесь, какими насадками все это сделать. На самом деле понадобится нам всего лишь 4 кондитерских насадки для украшения такого большого объемного торта. Ничего сложного в этом украшении нет. Здесь главное знать принцип, как все это выстроить, всю эту композицию. Покажу, что это делается действительно очень просто и очень быстро. Коржи здесь можно использовать и бисквитные, и тонкие коржи. Я здесь буду использовать коржи молочные девочка к этому торту. Как сделать из бисквитного, из круглого вот такого бисквита этот торт? Есть подробнейшее видео на моем канале, ссылку я вам оставлю в описании к данному видео. Но я буду делать именно из коржей молочная девочка. Вот так овальные, я их уже выпекла. У меня есть трафарет, и я по нему выпекаю. То есть я вам также оставлю ссылочку в описании к данному видео, как сделать такой овальный торт именно из коржей молочная девочка. Также можно делать и из медовых коржей, то есть то, что мы можем вырезать непосредственно по трафарету, либо же песочные какие-то коржи. Это все на ваше усмотрение. Но как сделать из круглого бисквита вот такой овальный торт, тоже есть подробнейшее видео на моем канале. Ссылку оставлю в описании к этому видео. Итак, сам торт я уже покрыла белково-заварным кремом, итальянской меренгой. Я покрыла торт белым кремом, то есть не окрашенным, и только сверху я сделала очень тонкий слой, буквально в 2 мм, цвета каштанового. То есть я окрасила белковый крем в каштановый цвет и покрыла им торт сверху. И сейчас из распылителя аэрографа я покрываю золотым кондурином на спиртовой основе этот распылитель. Весь торт сверху, потому что торт мне нужен был такого золотого бронзового оттенка. Сейчас я убираю все эти блестки с подложки, со стола и делаю дальше торт. Итак, цифру из мастики, мне нужна была здесь цифра 40, я изготовила заранее. Вообще я не советую здесь, если вам нужна будет цифра на такой большой торт, ее как-то рисовать, если особенно вы новичок. Получится неаккуратно, лучше делать всегда по трафарету. Либо же хотя бы оттиск сделать на креме. Но мне нужно было, вот, чтобы пообъемнее была цифра, и я ее слегка сместила в бок, чтобы торт у меня потом в итоге не смотрелся такой медной пряжкой для ремня. Она должна была быть у меня немножко смещена, и я потом пожалела, что ее нужно было еще немножко сместить в бок, чтобы торт смотрелся более фантазийно. Потому что у меня с одной стороны 2 цветочка, и с другой стороны один цветок, вот этот фантазийный в стиле ламбет. То есть ламбет, он очень своеобразный стиль, здесь неприемлемы такие цветы, которые выглядят как живые, которые мы делаем для других тортов. Здесь должно быть все такое камерное, барочное, немножко такое как бы искусственное все должно быть. Но это такой стиль. Сейчас просто скребком для теста я делаю вот такую разметку по боковине торта. И от одной секции к другой я делаю такие рюши из насадки номер 70 листик, который есть буквально в каждом наборе, даже для начинающего кондитера. То есть обычный совершенно листик. То, что я сделала обрамление у цифры 40, это я делала из насадки 4 мм открытой звездочкой. Тоже элементарнейшая, простейшая насадка, которая везде всегда продается. Цвет у этого крема у меня здесь тоже каштановый. Но я слегка буквально дотронулась до белого крема и буквально немножко окрасился у меня крем. Я не выходила никуда из этой цветовой гаммы. Сами цифры я также из этого же распылителя золотого слегка припудрила этим кондурином. Буквально слегка, чтобы они немножко выделялись на фоне самого этого золотого бронзового торта. Если вы новичок и вы боитесь делать вот эти вот рюши, вы слегка тогда сделайте себе разметку, едва дотронувшись, допустим, большой такой широкой чашкой для кофе или для чая, или же какой-то тарелочкой, или какой-то миской такой глубокой, чтобы вы могли ее обратно себе взять. Вот эти столбики я сделала тоже из насадки 4 мм открытая звездочка.
И вот эта насадка у меня открытая звездочка с мелким зубчиком. Большая насадка — это номер 195 у этой насадки. Вы здесь на самом деле абсолютно любыми насадками можете пользоваться. Просто я показываю принцип. Столбики эти все делаются очень просто. Низ весь закроется сейчас тоже вот этим орнаментом у нас по низу. Поверху я делаю такие незамысловатые завитки также из этой же большой насадки номер 195. Открытая мелкая звездочка. Вы можете здесь и насадку 1М, и 2D использовать, все, что вам нравится. Главное, чтобы была покрупнее просто насадка, чем те, которые вы использовали для этого, чтобы сделать орнамент. Из этой же насадки 4 мм открытая звездочка я делаю типичные для стиля ламбет вот такие барочные какие-то украшения по бокам вот этого тортика. Часто очень их не делаем, чтобы было видно сам фон. И этой же насадкой 4 мм открытой звездочкой я сверху делаю вот такую вот незатейливую вязь, как бы в виде виноградной лозы, что-то такое вот непонятное. Потому что сейчас тема винограда, вот именно на овальных тортах в стиле ламбет, она очень и очень популярна. Я недавно выставляла также овальный торт в таком ультрасовременном стиле. Там я делала ранункулюсы и такие волны из большой насадки номер 200 на торте. Это немножко другой стиль украшения овальных тортов. Пройдите по ссылке, я вам ссылочку оставлю также в описании. Здесь именно стиль ламбет. Также поверху делаю тоже такие же незатейливые завитки, чтобы такой барочный стиль немножко сделать у этого торта. И сделаю сейчас 3 цветочка. Цветы я буду делать из самой простой насадки скошенная роза. Она у меня даже без номера, но я ей всегда пользуюсь. Просто обычная скошенная роза. Я сделаю сейчас 3 лепестка прямо на торте. То есть ничего я на гвоздик не отсаживаю, потому что для стиля ламбет нужны очень простые фантазийные цветы. То есть на этом торте цветы, которые повторяют живые розы, там гортензии или же тем более какие-то тюльпаны, они сюда просто не подойдут. Здесь, то есть мы делаем в каком-то стиле такого, скажем так, барочного гобелена. То есть здесь все очень своеобразно в этом торте должно быть. Именно что подходит вот под тот стиль, который мы сейчас хотим хоть как-то изобразить. С одной стороны я сделала, где я больше сделала отступ для цифр, я сделала 2 цветочка. И с другой стороны я сделаю 1 большой цветок. Также 3 лепестка внизу и 4 сверху. Итого у меня получается 7 лепестков в каждом этом цветочке. В этих маленьких 6 лепестков. То есть это все на ваше усмотрение, как вы здесь захотите делать. Сейчас в центр каждого цветочка я просто насыплю сахарные бусины. Они у меня здесь вперемешку. И кондитерский сахар золотой, и белые бусинки. Просто одноразовой перчаткой новой я здесь делаю углубление в этом цветочке. Для того, чтобы просто туда насыпать сейчас эти бусины. Бусины насыпаю из маленькой ложечки, чтобы они сразу у меня легли в то место, в которое мне нужно. Чтобы они не рассыпались. Это очень удобно делать. Заметьте, что бусины я, кроме как на центр этих 3 цветочков, нигде не использую больше в этом торте, потому что в стиле ламбет нужен только орнамент. То есть излишние здесь бусины по бокам, по верху они не используют. В принципе, торт у меня уже готов. Делается он несложно. Здесь главное понять принцип. Торт у меня размером 25 сантиметров в ширину и 40 сантиметров в длину. Торт рассчитанный минимум на 45 порций. Вес его более чем 6 килограмм. Торт огромный, он в высоту в неукрашенном виде уже 10 сантиметров. Торт такой подойдет как для мужчины, так и для женщины. Здесь можно цвета, конечно же, выбирать по своему вкусу. Мне нужен был именно вот такой цвет в этом случае. Как сделать вот такую огромную подложку для торта самостоятельно? Подробнейшее видео есть на моем канале. Я ссылку вам оставлю в описании к этому видео. И также, как сделать белково-заварной крем, которым украшен этот торт, итальянская меренга, тоже есть подробнейшее видео на моем канале. Ссылочку я вам тоже прикреплю в описании к этому видео. Белково-заварного крема итальянской меренги на украшение этого торта у меня ушло из расчета порции на 250 грамм белка, потому что торт большой. Крем я варила
один раз, то есть сразу в большой диже миксера на 7 литров, у меня миксер Kenwood, я всегда делаю в нем сразу одну порцию крема, когда мне не нужно, допустим, на цветы, и сразу все получается. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.